берут турникет и пихают его в легкое. Ну это просто что в этот момент надо было употребить, чтобы прийти к такому решению. Бажаю здоров'я. У нас у 2-му самохідно-артилерійському дивізіоні пару днів будуть тренування. У нас буде тактична медицина та стрельби. То у цьому відео саме буде тактична медицина, і я раджу подивитись як військовим, так і цивільним, бо я покажу саме цікаве і саме корисне у тактичній медицині. Поїхали! В чем отличается массивное от немассивного кровотечения? Сосуди задіти. Да, то есть получается у нас идет кровопотеря из так называемых основных кровеносных русел. Либо артерия, либо вена. В чем отличается кровотечение артерия и вена? Артериальная светлая, насыщенная, она бьет и пульсирует, она от сердца бьет. А венозная равномерно течет, и она темная. Да, вы в принципе как бы в какой-то степени правы, только единственное темная артериальная, потому что насыщенная кислородом. Значит, смотрите, в чем нюанс. Венозная, она более такая красненькая. Значит, смотрите, в чем нюанс. Почему она называется артериальная и венозная? Может быть, вам это понимание немножечко откроет глаза на ситуацию. Смотрите, венозная кровь, которая течет по венам, это кровь, которая уже не имеет кислорода, и она течет к легким, для того, чтобы насытиться кислородом. А артериальная, это та, которая идет к органам и тканям, чтобы насытить кислородом. Отсюда мы можем понимать, что артериальное кровотечение будет опаснее, чем венозное. Потому что начинается кислородное голодание. И тут, что называется, не можно зволікати. И отсюда следует такой вопрос о том, что много все слышали про попускание турникета. Что вот надели и попускаем турникет. Ребят, никто никогда не попускает турникет, если у нас нету контроля раны. Турникет попускается только в том случае, если мы провели дополнительную тампонаду, проконтролировали, и потом в течение, там, грубо говоря, минуты мы потихонечку отпускаем по одному туру и смотрим, не просачивается ли повязка. Только в этом случае мы можем проводить это. Но если мы, например, сомневаемся, что мы все осмотрели, все нашли, то лучше этого не делать. Тем более, очень важный момент этого не делать. Почему? Когда у нас турникет пробыл больше 2 часов. Слышали, да, о том, что надо там писать и нельзя снимать турникет, там, когда 2 часа прошло. У кого-то есть понимание, почему это происходит? Кровь испортилась, пизда почкам будет. Ну это я потому что тебе рассказывал свои батареи. Пусть ребята сориентируются, читал он. Значит, на самом деле, да, это действительно оно так есть. Смотрите, попускание турникета чем опасно, если прошло 2 часа, например, если вы не знаете время. Есть так называемый краш-синдром, синдром длительного сдавливания. В месте, где у нас прикрепляется турникет, запомните, всегда будет сильная травматизация сосудов и мягких тканей. То есть это конкретно, если у нас турникет правильно, хорошо затянутый, то у нас идет очень сильное омертвление тканей. И на протяжении 2 часов это происходит. И когда вы через 2 часа сняли турникет, весь этот яд шуранул в кровоток. И мы умираем просто от банального отказа почек. Как это ни было бы так вроде бы непонятно, да, такой парадокс, мы умираем от отказа почек. Поэтому очень важно этот момент контролировать. Когда мы человека привозим на стабик, да, там, или в госпиталь, то они перед тем, как снять турникет, они проводят манипуляции специальные для того, чтобы очистить кровь, подготовить его, а только потом снимается турникет. Именно по этой причине очень важный момент с вот этим вот контролем времени турникета. Так, ребят, 2 человека ложимся. Без разницы кто, просто взяли и легли. Моя, конечно, с моя. Не спешим, ребят, мы не на время сдаем, мы навычек отрабатываем. Первый тур сделали, и я подхожу смотреть. И это реально происходит именно так. Если вы этого не сделаете, человек умрет. Во-первых, вот этот хлястик, для того, чтобы вам было удобно, да, вот он только что был закрученный когда туда, его неудобно будет, потому что он будет сам себя цеплять. То есть он должен быть в удобном доступе. Вот здесь вот можно будет вот это подкрепиться и максимально его вот сюда крутнуть. И уже на первом, у меня уже пальцы не проходят, уже на первом туре. Понимаете, в чем разница между вот этим вот, когда я всего 2 пальца могу засунуть, и между вот этим. Вот в чем есть такой нюанс. Дальше, смотрите. Вот этот вот вороток, то есть, да, чем, например, удобнее там кэты и всем остальным. Этот вороток, он в идеале должен быть на внешней стороне. Опять же таки, когда мы в боевых условиях начинаем все это крутить,
он у нас постоянно куда-то смещается, куда-то уходит или еще что-то. Иногда на это не стоит обращать внимание, закрутили, посмотрели, что у нас с ногой, и возможно даже рядом лупанули второй турникет. Если мы говорим о спасении жизни, то не треба зволікати. Время на что-то изменить вы больше потратите, чем вы сдернете второй турникет, конечно, если он у вас, да, там где-то рядышком близко. Как правило, он должен под каждую руку быть, да, вот у меня один подсумок, второй подсумок, под каждый, чуть впереди турникет. То есть я в любом случае, с любой стороны себя могу, желательно не снимать, а использовать могу его. достать. Абсолютно верно, абсолютно верно. Человек правильно говорит, вы пользуетесь только чужим турникетом. Но я, например, да, я ношу всегда с собой с запасом турникет. Потому что, опять же таки, когда вы начнете побратиму оказывать допомогу, как правило, все начинают тянуть свой турникет, потому что у всех аптечки в разных местах. Смотрите, в пехоте, например, да, ребята, их ебут просто даже банально за то, чтобы у них аптечка у всех в одном и том же месте была. Чтоб все знали, он даже не будет искать, он знает, они вот тут все на ощупь, он лежит на спине, он знает, она вот тут. У нас же и тут, и где хочешь ее, эту аптечку хуй найдешь. У меня только со всех сторон аптечки, в любую залезть и везде будет аптечка. Потому что я медик. Когда вы четко видите, что да, там небольшое кровотечение, да, вытекает кровь такая красненькая, то есть она не фонтанирует, не течет, там не образовывается никакой калюжи, да, то есть мы видим там ранку, и мы вот, она глубокая, мы ее можем притампонировать, даже банально обыкновенным бинтом, потому что многие в панике начинают турникеты затягивать. Вот, либо, например, когда мы наложили турникет, увидели, да, уже оценили всю ситуацию, и мы понимаем, что мы можем, в принципе, здесь же и провести тампонаду. Ты сейчас формируешь два кулачка, вот так все два кулачка делаешь. Ну, как ты привык обычно. Да. Так, два кулачка. И мы ему тампонируем этот кулачок. Значит, ребят, кто помнит, не помнит, я сейчас посмотрю. Да, помним, что мы стараемся не отпускать палец, который мы туда запихнули. Раз, оттянули, подкрутили, запихнули этот палец. Да, у меня тут второй уже здесь. Снова раз, подтянули, оттянули, подкрутили, запихнули. И все это вот таким вот макаром, чтобы у нас постоянно внутри было давление. Постоянно у нас внутри должно быть давление. После того, как мы затампонировали все это дело, да, то есть мы тампонаду произвели, мы виконуємо тиснення на протязі 3-5 хвилин. Чтобы свернулось чуть-чуть. Абсолютно верно. Значит, смотрите, ребят, чтобы вы понимали, спасает не бинтик, А давление? и не давление. Спасает ваш собственный тромб, который там формируется. И бинтик, по факту, он помогает этому тромбу сформироваться. Иногда бывают такие моменты, когда вот так вот просто у человека рано смотришь, а там уже сгустки такие вылетают, прям мощные. То есть туда просто даже кусочек вот так вот клац, и оно там уже само все у него начинает полноценно так тампонировать. остановиться, да, связать? Ну, Да, да. Так, поехали, тампонируем. Проверили, чтобы у нас нигде ничего не было лишнего. То есть мы его продели, поднатянули насколько нам надо и пошел в обратную сторону. А вот здесь вот я затыкал, я думал обратно. И вот я раз, и потом я вот хочу вот сюда сделать точечное давление. И я делаю вот здесь вот такую скруточку. И получается вот эта скруточка, она усиливает давление непосредственно в место, которое нам необходимо. Всегда, абсолютно всегда, кстати, какой-то китайский. Кстати, всегда, смотрите, можно, если нам чего-то где-то не хватило, всегда сверху можно добавить обыкновенный бинт. То есть, да, у нас сделали центр, потом снова вот эта перекруточка, раз, придавили где нам надо, раз, чуть-чуть в сторонке придавили. Делаем такую вот своеобразную косичку, раз. И у нас получается таким образом, а снизу, когда я тяну, я его даже там не затягиваю. Потому что нам нужно давление непосредственно на рану, нам не нужно перемотать. В чем нюанс вот этого бандажа? Если его очень сильно перетянуть, он сработает как турникет. А наша задача, наоборот, избавиться от турникета
и создать повязку давящую, точечную. Да, закрыть рану, чтобы у нас оттуда не шла кровь. Вот в чем плюс вот этого вот бандажа. Но если мы его начнем тянуть по всей плоскости, то формируется так называемая внутренняя компрессия. Чтобы вы понимали, там тоже многие считают, турникет никуда не прижимает там сосуды до костей, там, или еще, может у кого-то есть там ошибочное мнение, что турникет прижимает сосуды до костей. Я это неоднократно слышал. Ребят, этого не происходит. Происходит внутренняя компрессия мышцы. Мышца настолько компрессируется внутри, что происходит пережимание всех сосудов и капилляров, и в том числе вен. Именно благодаря этому останавливается кровотечение. Но ни в коем случае не тому, что прижимают, где-то кто-то говорит, прижимают сосуды до костей. Нет. Есть очень хороший такой канал, мне очень нравится, американский, называется Trauma Daddy. Он, правда, весь на американском, ну, сейчас же есть переводчик, все. Это военный врач с большим боевым опытом, который прошел, и он хирург. И у него есть классные ролики на бывших живых людях, вот, на подготовленных, так сказать, конечностях. Он показывает, как работает турникет. Вплоть до того, у него есть настоящая нога в разрезе, и он накладывает туда турникет и показывает, что происходит. У него подключен специальный аппарат, туда идет кровотечение, и прям видно, как мышцы компрессируются и просто сжимать. Причем он это показывает на икроножной мышце. То есть есть такой момент, что оказывается даже на икру можно наложить турникет. И он эффективно работает, кровь полностью останавливается. То есть да, у нас как бы мы запоминаем наши основные места, это максимально высокие части конечностей, а дальше мы уже все непосредственно смотрим, контролируем с помощью повязок и ищем какие-то ранения, а дальше должен приехать медик, все это оценить. Ваша задача главное остановить кровь, снять уровень его сознания. То есть насколько он уже уехал. Если он начинает, то есть, да, просто билибердистику несить, хотя я этого человека реально знаю, то я понимаю, что то есть, у него уже идет кислородное голодание мозга, и он уже ничего не соображает. В этот момент я проверяю основные места, да, это, то есть под мышками, это пах я проверяю, да, вот эти все места, все вообще. И когда я это делаю, есть такой момент, когда шлеп, а оно вот шлепает, как когда промокали под дождем. Чракает. Да, вот как крякать. Вот этот вот момент говорит о том, что там уже накопилось большое количество крови. Дальше еще такой момент. В конечностях, чтобы вы понимали, находится 40% всей нашей крови в ногах. И вот иногда бывают такие моменты, когда, например, идет сильная полостная рана, и там, как под полость между фасциями, может скрываться кровь. И вы о ней даже не знаете, ее даже не видно, и пятнышко маленькое. А вы так на ножку нажимаете, а тут такой раз, и натекло. А оно под фасциями собралось. Такое тоже может быть. Это как бы случай нечастый, но тем не менее и такое может быть. Вам кажется, что у человека ничего страшного, а у него вот такая вот... Минус в нем заключается в том, что у него очень большая серветка внизу. И плюс ко всему, вот этот вот бинт мы не можем полноценно оценить, идет кровь или нет. Есть такой, понимаете, как контроль раны. То есть в отличие от белого бинта, да, обыкновенного, то есть мы видим, насколько он сильно просачивается. Иногда ты начинаешь пытать, а он прям моментально просачивается. И я там уже там, ну, не докрутив, я могу, да, там что-то помять, уже начать что-то менять делать. То вот это единственный минус израильского бандажа, то что мы не увидим в момент накладания его, что оттуда течет кровь. А вопрос, по-моему, что они должны быть этим, гемостатиком обработаны, да, вот эти бинты? Что? Или сейчас Нет, такого не делают? вот эти вот бинты гемостатиком, это Это давящая для повязка. тампонации, да, гемостатик? Да, вот это, которая для тампона, у вас есть такая штука, называется кровоспас, она Ну может да. называться, или там комбат целок, то есть такого плана. Вот это идет уже непосредственно гемостатик. С гемостатиком. Да, и Ну, он это бывает двух видов. Он бывает сделанный на основе моллюсков, либо на основе крупного рогатого скота. То есть и там уже непосредственно элементы, опять же, чтобы вы понимали, эти элементы, которые так называемый гемостатик, он не сворачивает вам кровь там, ни в коем случае. Его задача вашему тромбу не распаться. Так же самое и уколы, которые колят, так называемый там, для сворачивания крови. Он не для сворачивания крови этот укол колется. Он колется для того, чтобы тот тромбик, который у вас формируется, для того, чтобы закупорить вам рану, чтобы он не распался раньше времени. Потому что наш организм всегда все делает два процесса одновременно. Всегда. И, например, если у нас включается процесс возбуждения, у нас включается процесс торможения, чтобы это возбуждение не улетело. Точно так же и назад. Если у нас организм включает процесс свертывания крови, он параллельно запускает процесс, наоборот, то есть, да, предотвращения свертывания крови, для того, чтобы у нас кровь не превращалась в кровянку. Это всегда происходит. И вот чтобы точечно
у нас, да, то есть как только у нас формируется тромб, ну, чтобы вы понимали, тромб же может до такой степени сформироваться, что он просто там закупорит сосуд, и у нас будет там инфаркт ноги там, или еще что-нибудь. Чтобы этого не произошло, организм параллельно вырабатывает элементы, не давая сформироваться этому тромбу. И он начинает потихоньку разваливаться. И чтобы этого не произошло, точечно в месте, где у нас находится непосредственно тампонада, у нас вот этот вот тромб не разваливается. То есть именно для этого это необходимо. Так, ребят, давайте еще 4 человека, и 2 человека на пол, 4 человека на работу. Не тампонируется грудная клетка, брюшина и все естественные отверстия. Голова тоже не тампонируется. Запомните, с головы, с самой головы, даже при сильном осколочном ранении в голову, никогда не будет критического кровотечения. Сам по себе мозг, сам по себе, вот если взять мы саму паренхиму мозга, он очень боится крови. Потому что как только там попадает на него кровь, он начинает умирать. То есть у нас происходит только питание через капилляры сосуды, там, да, полезные элементы заходят. Но самой крови мозг боится, поэтому там у нас не происходит ничего такого, как там какого-то большого количества крови. Никогда не будет. Поэтому мы туда не лезем. Там просто сделали повязочку, чтобы туда мусор, грубо говоря, не попал. И все. Только это делается. Потому что были еще в 2015 году случаи, когда ребята в голову сыпали целок с порошком. То есть увидел, кровь побежала, а оно визуально кажется много. Плюс если ты еще мокрый, потный, а если еще дождь, не дай бог, то визуально грыбать у него с головы сейчас вся кровь вытечет. И давай туда сыпать все подряд. Такого делать ни в коем случае не надо. Голову мы не трогаем. Перевязывай. Я случай расскажу. Да. Короче, в аэропорту, блядь, пацаны, было попадание в живот, блядь, ранение, затампонировали. И долбоебы полили минеральной водой, блядь, понял? Живот. Человек умер от этого. То есть злить только обычной водой, нельзя газом, минеральную, блядь. Значит, есть такая страшная, Просто помер от того, что... да, вещь, как сепсис. Как оно, блядь? От него никто не застрахован. Спирание ткани. Нет, это не отмирание ткани, это заражение крови. Когда у нас в кровь начинает попадать слишком большое количество омертвевших продуктов распада, да, после ранения или еще, или это просто там грязь какая-то или еще что-нибудь, то тут доля исключительно на несколько вещей. Это первое, насколько у вас сильный иммунитет. Второе, это насколько вы быстро выпили антибиотик. Если антибиотик вы выпили быстренько, то у вас еще шансов больше. Если антибиотик вы прошляпили, и у вас нет пилпака в своей аптечке, то уже хуже. Но этим нельзя пренебрегать, потому что, ну, в первую очередь, ребят, это ваша безопасность. Но никто о вас так не позаботится, как вы можете позаботиться сами о себе. И просто банально, ребят, смотрите, если вы будете, даже сказать не будете, если бы вы на протяжении хотя бы 1 года, мы 3 года воюем, уделяли бы 10 минут в день на такмед, у вас бы за год уже было бы больше 3000 минут. А это уже ни хрена себе курс. А что такое потратить? Ну, вы же листаете тиктоки, там смотрите, что... Ну, зайди ты на медицинский паблик, посмотри, кто там что делает. У нас сейчас, ну, есть очень крутые ребята, которые занимаются, развивают эту тему и просто там рвут как могут для того, чтобы донести нам всем, что нам необходимо делать. Локтем придавить прям своим весом. А в идеале вы становитесь, например, когда вы там его смотрите, вы становитесь коленом, прям залазите на него. И там, например, работаете, что-то ищете, если вы там... Ну, если у нас идет смешанное ранение, то есть у нас мы видим, что у нас идет сильно обильное кровотечение и оттуда, и оттуда. Например, я увидел, да, течет там, течет здесь. Я сразу бах ему сюда, раз посмотрел, ага, тут может потерпеть. Сразу сюда перешел, начал вот это там тампонировать, закрывать там, то есть все возможные варианты, которые есть. На шее это уже не спасешь. Покажи, я. Есть и руку приматывают, и кулак приматывают. Палец прям в дырку туда зажимаешь. Есть даже, вот как говорит человек, да, вот, Или товарищ. или товарища приматывают прям, и такое тоже бывает. Вариант, опять же, ты смотришь, если оно... Ты пока так, где мой бинтик? Сразу ему все, вот так вот задавил туда палец. Причем палец надо засунуть так, как будто ты ему хочешь через шею до сердца достать, пощупать, погладить. То есть прям туда его засовываешь и руку примотать прям туда. То есть это если мы реально хотим спасти. Смотрите, внутри идет ленточка. Внутри турникета. То, чтобы вы понимали, не сам весь турникет скручивается, а скручивается, стягивается внутренняя лента. И создается компрессия вот этой лентой
которая скручивается, через внешнюю ленту создается давление непосредственно на мягкие ткани. Да, то, что я рассказал, мягкие ткани, дальше сжимают сосуды и все. И вот когда мы его один раз закрутили, попользовались, вот эта вот внутренняя лента, она теряет свои свойства, она немножко растягивается. И поэтому повторное да, использование турникета уже нецелесообразно. Вот видите, я его сейчас скрутил. И вот это вот, то есть мы когда его крутим, да, внутри это все это стягивается, и он вот так вот, грубо говоря, кукожится, и у нас все стягивается. То есть вот таким вот образом работает турникет. Вот я его беру, начинаю его крутить, и вот у меня внутренняя лента, она начинает внутрь въезжать. И вот она въезжает, пока его сколько я буду крутить, столько она будет въезжать. Именно по этой причине мы их лишний раз не крутим. И именно по этой причине, из-за внутренней ленты, турникеты нужно правильно хранить и обслуживать. Они не любят, когда их слишком часто мочат. Они не любят, когда они слишком долго находят на солнце. Конечно, чудо кэтовский турникет, прям это канон всех турникетов. Ему говорят, вообще прям можно на нем 10 раз использовать. Шучу, конечно. Вот, якобы он лучше переносит все эти тяготы будни, потому что он уже проверенный миллион раз. Вот, есть и турникеты Сич, слышали, да, очень хорошие турникеты. За Днепра М вам ничего не скажу, потому что они не собирают информации со стабиков, ребят. Это что-то у тебя? Днепра М. Второй или первой генерации? Второй. Ну, тогда у тебя есть шансы выжить. Первая генерация не спасает. Значит, смотрите, ребят, чтобы вы понимали, как работают вообще производители турникетов. Ну, откуда вся эта информация? Производители турникетов собирают информацию со стабиков. Какое количество турникетов приехало там порванных или еще что-то. Сколько людей с турникетами, которые приехали, их фирмы, да, кровотечение было остановлено. Сколько оно пробыло. И вся эта информация собирается. Ну, скажем так, добросовестными производителями. Товарищи Днепра почему-то этого не делают. То есть им не интересно, насколько работает их турникет. Вроде бы нет. Вроде бы не. То есть, когда мы подходим человека уже там осматривать, там с ним работать, да, то есть мы уже с ним разговариваем, и если он нам отвечает, то мы понимаем, что дыхательные путя, все в порядке, все работает. Если так получается, что мы подходим, а он там не разговаривает, да, ничего не происходит, то есть нам нужно проверить дыхательным путем, что может произойти, да, все слышали такое страшное слово западание языка, вот, прям глотает язык, никто его не глотает, никуда он не западает, просто корень поднимается к небу и перекрываются дыхательные путя. Есть такой прием. Челюсть выдвигать вперед, чтобы... Вот он потом приедет после госпиталя и выдвинет тебе твою челюсть. Есть такой прием на выдвижение челюсти, да, очень неприятный прием, мы его разбирать не будем. Наша задача, в случае, если у нас, да, вот это как ты выдвигание челюсти, для того, чтобы не запал корень. Американцы уже давно все просто поняли, придумали. Достаточно человека перевернуть на бочок. И все, у него расслабленный язык сам начинает вываливаться, и уже проще. Чтобы этот момент еще больше обезопасить, используется назофарингальный зонд. У вас в аптечках он есть, такой коротенький, да. Вы его все сами себе уже по размеру подобрали, померили от кончика до ушка до носа, все промерили, все знаете, какой он у вас должен быть, да. Или так, какой выдали, такой и лежит, да. Понятно. Вот, то есть, опять же таки, смотрите, смысл вот этого вот, да, назофарингального зонда, не чтобы вы через него дышали, а чтобы он, когда он у вас зашел, он у вас будет придерживать корень языка, чтобы он просто туда не поджимался. Это единственная его задача. Если же у нас человек дышит, все в порядке, то ну, никаких манипуляций, кроме того, что повернули на бочок, чтобы он там просто туда не приловился корень языка, все, больше мы ничего не делаем. Дальше момент. Что еще может быть? Человек, может, там упал, грязи залетел. То есть мы осматриваем ротовую полость на наличие чего-то лишнего. Убрать грязь, там, может, какая-то слизь или еще чего-нибудь. То есть вот это мы можем убрать. И когда мы удостоверились в том, что человек у нас, да, у нас дыхательные пути чистые, дальше мы осматриваем легкие, да, может быть он у нас дышит, мы смотрим, как он дышит, глубоко, не глубоко, может быть он там, как, знаете, как собака запыхавшая, да, может быть потом поломанные ребра или еще что-то, то есть мы это осматриваем. И дальше мы вот приходим к такому понятию, как пневмоторакс, да, и вот когда у нас появляется такое страшное слово, как пневмоторакс, у всех начинается паника, истерика, что с ним делать и тому подобное. У нас есть два легких, левая и правая. Пневмоторакс левого легкого всегда будет опасней правого легкого. Ну, при условии, если у вас правильное расположение сердца. Объясню почему. Когда у нас легкое, да, вот представьте, что вот это вот ваше сердце, да, а вот это вот ваше левое легкое. Вот у вас случился пневмоторакс, да, там пробило легкое, все. У вас получается, да, само легкое, такой мешочек. И когда вы делаете вдох, у вас
неправильно циркулирует воздух, и он начинает собираться под легким. И ваше легкое начинает потихонечку скукоживаться в сторону сердца. И если мы вовремя не заклеим вот эту, хотя бы не заклеим дырку, я уже не говорю там про проведение декомпрессии, что нужно сделать, да, хотя бы заклеить дырку, то вот это вот легкое потихонечку наскукоживается в сторону и начинает поджимать наше сердце. И человек скорее умрет не от того, что он задохнется, а от того, что его же собственное легкое затампонирует ему сердце. Поэтому нам нужно провести манипуляцию. Это заклеить ему легкое. У нас может быть так называемое сквозное и не сквозное, мы в любом случае заклеиваем с двух сторон. Значит, клапан нам помогает выходить, там может быть скапливаться там жидкость или что-нибудь, и он помогает нам правильно дышать. То есть, когда мы делаем, например, у нас в верхней части, например, у нас, да, произошел пневмоторакс, мы его наклеили, и у нас вот этот вот уже клапан уже будет играть роль вентиляции, как даже вместо иглы. Через него будет выходить выше. Да. То есть он делает вдох-выдох, и оно у него выходит в обратную сторону, и у него не будет все скукоживаться. Правое легкое у нас не такое опасное, потому что оно находится дальше от сердца, оно не в такой близости. Поэтому там у нас есть больше шансов. Да, пробили человеку правое легкое, полчаса ему никто не оказывал помощи. Кстати, я вам открою такой секрет. Ему пытались турникетом затампонировать легкое. Это просто было что-то с чем-то. Вот, да. Ну ничего, человек выжил. Они пытались, но он все равно выжил. Ну вы представляете, какой бывает сюр, когда людям объясняешь, показываешь, они берут турникет и пихают его в легкое. Ну это просто что в этот момент надо было употребить, чтобы прийти к такому решению. По поводу пульс. Значит, пульс у нас можно проверить для того, чтобы понять, что у нас с кровообегом, в 3 местах. Раз, два, а третье. Абсолютно верно. 3 места, да? Нога, рука, шея. В чем разница пульса между рукой, ногой и шеей будет? Ну, шея это тут артерия. Ближе. Значит, смотрите, давайте не будем тогда гадать. Значит, смотрите. Если у нас прощупывается пульс на ноге, это говорит о том, что у нас хорошее кровеносное давление. В общем, в организме офигенно циркулирует кровь. Мы можем четко переходить конкретно к искусственному дыханию. Да? Искусственное дыхание, мы запрокинули голову, подложили что-нибудь под шею, чтобы у нас открылись дыхательные путя. Да, и выполняем дыхательные движения рот-рот, либо рот в нос с закрытием рта. Да? То есть что у нас происходит? Значит, задача раскрыть легкие. В среднем у нас человек дышит сколько? 25-30 минут. Ну это, короче, вы уже прокуренные ребята. Мы должны дышать 20 вдохов в минуту. Это наше нормальное дыхание в состоянии покоя. Мы должны так дышать. Следовательно, нам нужно создать вот эту вот циркуляцию легких. Дальше есть такой момент. Человек, который делает искусственное дыхание, есть вероятность того, что после 20 вдохов ляжет рядом. Почему это происходит? От углекислого газа. От углекислого газа. Значит, смотрите, ребят, тут такой интересный парадокс. 15 секунд же меряешь. А? 15 секунд же можно замерять. Да. Так, Абсолютно верно. Просто почему и получается, что этот человек должен быть подконтрольно, и мы, то есть наша задача, да, не конкретно надышать его, чтобы он сейчас там, да, и чтобы мы рядом легли. Наша задача поддержать его легкие, то есть мы периодически делаем ему вдох, для того, чтобы у него грудная клетка раскрывалась, и чтобы мы не потеряли сознание в том числе. Объем легких у нормального человека, мужчины, начинается от 3,5 литров. От 3,5. Зачастую, как показывает спирометрия, у нас большинство это 2800, 3200, то есть туда ближе к девочкам. Спортсмены имеют объем легких 4,5, 4800, 5, 5,5. Самый большой рекорд 17,5 литров. Да, подводным плаванием чувак занимался. Так вот, когда уже просто старый умер, уже старый. 24 уже старый. Да, этот самый, когда у нас это происходит, то есть мы также выбираем соотношение. То есть, например, если мы возьмем вот товарища Тутова, который у нас занимается спортом, и возьмем вот этого товарища, то есть большая вероятность, что когда он будет начинать делать вдох, то Тутов его просто втянет в себя просто, и все. И он схлопнет. То есть этот момент тоже нужно учитывать. Почему? Потому что у человека есть большие проблемы. Не живой.
Полуживой, живого. То есть да. тут вроде бы кажется, ну вроде бы смешно, это все понятно, что надо оказывать помощь, но мы должны тоже учитывать эти моменты. Например, если у нас стоит пару человек, там, да, кто-то с нормальными легкими может оказать помощь, и такой, сейчас я ему надышу. Нужно оценить ситуацию, и помощь должен оказывать тот, у кого есть больше возможностей Хорошо, это если делать. здоровый, вот маленький делает здоровому, к примеру, да? Это раз вдохнул, закрыл ему нос и рот, и А второй раз... нахрена ему? Не надо ему ничего закрывать. Дальше я просто не успел говорить. Дальше. Объем легких максимальный. Это не обозначает, что ты думаешь, ты сейчас сидишь, дышишь на 3,5 литра. Нет, Ты дышишь, ну, чуть-чуть, грамм на 300, да? Нет, у нас есть так называемое, да, рабочее дыхание. Это там пол-литра, 700 миллилитров. То есть как у нас происходит? У нас есть, да, у нас легкие там делятся на верхние доли, нижние доли, да? И вот у нас в нижних долях стоит, скапливается воздух, с него потихоньку, да, что-то подпитывается, и верхняя доля его потихоньку обновляет, вентилирует, таким образом происходит вентиляция. И вот иногда нам хочется позевать искусственно, да, потому что организм пытается, вот и пошло, да, все зеваем, потому что организм пытается таким образом насытиться кислородом, чтобы это все чистить. Так же самое, почему рекомендуются пробежки и тому подобное, потому что таким образом вы возобновляете в нижних долях, вот, это как болото, нижние доли это как болото. У нас постоянно там всякая срань собирается от того, что мы не дышим. Поэтому нужно вентилировать периодически легкое. И вот в том числе мы ему, когда, да, мы ему делаем выдыхание, это не так выглядит. И умер тут рядышком. Нет. То есть ты делаешь приблизительно на рабочем объеме. Если мы возьмем грушу амбу, она маленькая. Она идет, там, грубо говоря, на литр. То есть, и мы делаем нажатие, мы же не делаем там раз, и как просто, это же не вот так происходит, правильно? Нажал, отпустил, нажал, отпустил. А вот уже непосредственно там само кровообращение мы поддерживаем немножко интенсивно. Какие варианты нам могут показать о том, что он не дышит, когда мы ему проводим искусственное дыхание? Что мы можем увидеть такого, что мы поймем, что он не дышит? Несмотря на то, что мы ему проводим... Не поднимается грудная клетка. Не поднимается грудная клетка, а начинает подниматься живот. Есть такой момент. Если мы неправильно запрокинули голову, не создали валик под головой, то мы ему начинаем дуть не в трахею, а в пищевод. И мы начинаем ему раздувать живот. И получается, что делаем такого пузатого дядьку. То есть это тоже момент нужно учесть, и в случае чего это все правильно преподнести. Сколько человек у нас может без кислорода? 6 минут. 5, нет, до 5 минут и мозг не умирает, по-моему, там. 5-6 минут. Но смотрите, тут на самом деле все индивидуально, у каждого есть какие-то свои особенности, это естественно. Но чтобы вы понимали, мы проводим все манипуляции до приезда медика. Нет? До того момента, пока мы не диагностируем смерть. А смерть у нас диагностируется только один способ. Это наличие реакции зрачков на свет. То есть, если мы видим, что у него зрачки реагируют на свет, они у него сужаются, расширяются, да, то мы проводим манипуляции до тех пор, пока мы видим эту реакцию. Это может быть и до приезда медиков, это может быть и дольше, кто его знает, сколько это времени произойдет, мы постоянно это делаем. Независимо от того, сколько у нас времени есть в запасе. Ну да, есть случаи, то девочку, час. 40 минут бывает случаев. Мозг питается кислородом, питается. Абсолютно верно. Да, Есть шанс спасти. Да. То есть, на самом деле, смотрите, у нас для того, чтобы спасти человека, у нас по факту нам нужно обеспечить три вещи. Это первая вещь. Это кровообег, да, чтобы у нас кровь никуда не уходила. Второй момент это дыхание, чтобы у нас проходимость дыхательных путей была полноценная. И третья вещь, то что непосредственно уже, да, с этим самым, это кровяное русло. То есть, что у нас никуда ничего не уходит. Все, кровь течет, человек дышит, кровь не вытекает. Все, у нас все шансы его спасти, каким бы он тяжелым ни был. Ось так пройшла у нас тактична підготовка. В наступному відео я вже вам буду показувати, як у нас проходила стрільба. А хочу всім сказати, що не припиняли тренуватися. Хто ще не служив, хто служить, тренування повинні бути постійно, для того, щоб навички ваші нікуди не йшли і ви були професіоналами. Для того, щоб
найскоріше перемогли нашого ворога. І ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.